Дроны ударили по белорусским миллионам, завод практически уничтожен. Сколько диктатор заработал на войне, продавая жизни своих солдат? Президент не идет на новый срок. Что будет с карьерой лидера страны? Это не наша война. Альянс окончательно отворачивается от Вашингтона. Каким будет ответ Белого дома? Об этих и других самых главных событиях утро вторника, 17 марта. Все правильно делаете, досмотрите до конца, ведь специально для вас мы отбираем самые важные и интересные новости. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Поехали. Украинские дроны ударили по белорусским мощностям. Обстрел брянского завода «Кремний-Л» уничтожил белорусское оборудование на миллионы долларов. По данным Белпол, на предприятии были выведены из строя установки, поставленные белорусским акционерным обществом «Планар» в 2022-2025 годах для производства микросхем. Только по одному из контрактов, который приводит Белпол, в Брянск отправили 4 установки почти на 4 миллиона долларов. «Кремний-Л» — один из ключевых российских производителей военной микроэлектроники. Именно там делают компоненты для «Панцирей», «Искандеров», систем радиоэлектронной борьбы, радаров и беспилотников. После удара ракетами Storm Shadow, который Генштаб ВСУ подтвердил 10 марта, эксперты уже заявляли, что завод можно считать не просто поврежденным, а фактически уничтоженным. Даже частичное восстановление такого производства может занять годы. Российские войска воюют с зерном и гражданскими. В Сумской области беспилотник попал в кабину грузовика во время погрузки зерна. Водитель погиб на месте. Накануне 15 марта дрон ударил по оживленному перекрестку в центре Сум. Также ночью российские войска атаковали город управляемой авиабомбой. В обоих случаях есть пострадавшие. Сумы и область регулярно подвергаются атакам российских дронов, авиабомб и артиллерии. При этом в Москве считают, что Украина во всем виновата сама. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев не готов к переговорам, а Москва, видимо, отчаявшись, вынуждена достигать своих целей. Только каких? Атака грузовика в Сумской области? Президент Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению, но поскольку киевский режим к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит. В Кремле также прокомментировали публикацию Financial Times о том, что мирный процесс по Украине якобы затухает из-за того, что внимание президента США переключилось на Иран. Никакого интереса, судя по заявлениям, президент Трамп не терял. Более того, он рекомендует, настоятельно рекомендует президенту Зеленскому пойти на сделку. И из этих заявлений следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе. Ранее Трамп в интервью «Политику» выразил раздражение действиями Зеленского, заявив, что украинский президент, цитирую, «должен начать действовать и заключить сделку», конец цитаты. В интервью NBC он также сказал, что США не нуждаются в помощи Украины, комментируя предложение Киева помочь с перехватом дронов над странами Персидского залива. Песков добавил, что Россия по-прежнему заинтересована в переговорах о завершении войны, но дата и место следующего раунда пока не определены. Венгрия выходит на еще более резкую позицию. Будапешт пригрозил заблокировать всю помощь для Украины. Страна не поддержит предоставление Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро и принятие 20-го пакета санкций, пока не будет восстановлен транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Заметили, как быстро замялась история с инспекцией Венгрии и Словакии к трубопроводу? Мы не хотим оказаться в ситуации, когда нас будет снабжать исключительно Хорватия, потому что никогда нельзя зависеть от одного источника. Сейчас у нас есть 2 маршрута поставок – нефтепровод «Дружба» и нефтепровод «Джанав». Это хорошая, приемлемая и, можно сказать, почти идеальная ситуация для нас. Но если вы зависите только от одного трубопровода вместо 2, для нас это абсолютно неприемлемо.
Венгрия считает ситуацию нефтяной блокадой и утверждает, что технических проблем для возобновления поставок нет. Министр также заявил, что Киев не восстанавливает транзит по политическим причинам, и, оказывается, теперь вопрос не в критическом количестве нефти в стране, а в диверсификации, потому что второй путь поставки через Хорватию таки есть. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что восстановление транзита по дружбе фактически означало бы смягчение санкций против России. Иран нанес второй удар по ключевому нефтяному хабу Объединенных Арабских Эмиратов порту Фуджейра. По данным пресс-службы, после атаки на территории порта вспыхнул пожар, который сейчас пытаются локализовать бригады гражданской обороны. Порт Фуджейра имеет стратегическое значение. Это единственный экспортный маршрут нефти Объединенных Арабских Эмиратов, не проходящий через Ормузский пролив. Он находится на конце нефтепровода ADCOP, который соединяет нефтяные месторождения в Хабшане с побережьем. По оценкам Reuters, вывод из строя этого порта может убрать с мирового рынка около 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Напряжение между США и Европой растет. Вашингтон требует участия в разблокировке Ормузского пролива. Белый дом считает, что государства, заинтересованные в свободной торговле энергоресурсами, должны активнее участвовать в обеспечении безопасности судоходства. Эти страны, безусловно, выигрывают от того, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Это то, с чем согласны не только Соединенные Штаты, но и весь западный мир на протяжении многих лет. Поэтому, думаю, президент совершенно прав, призывая эти страны сделать больше, помочь Соединенным Штатам открыть Ормузский пролив, чтобы мы могли остановить этот террористический режим, который ограничивает свободный поток энергоресурсов. И сам факт того, что они это сделают, лишь подчеркивает, почему президент Трамп изначально был вынужден предпринять эти действия. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не намерен втягиваться в более широкую войну против Ирана, но готов работать с союзниками над жизнеспособным планом по открытию пролива. Между тем, министр обороны Германии отверг призывы Трампа к военной поддержке и говорит, что европейские фрегаты в Ормузском проливе мало что изменят по сравнению с возможностями ВМС США. Чего мир ожидает? Чего Дональд Трамп ожидает от, скажем, горстки или 2 горсток европейских фрегатов в Ормузском проливе? Что мощный американский флот не может сделать там в одиночку? Вот вопрос, который я себе задаю, и прежде чем мы примем решение, кстати, вне территории НАТО, нам понадобится и международная правовая рамка, и мандат Бундестага. Я бы очень тщательно подумал, прежде чем делать такой шаг, и сейчас я не вижу для этого абсолютно никаких причин. Это не наша война. Мы ее не начинали. Мы хотим дипломатических решений и быстрого окончания. На фоне конфликта Международное энергетическое агентство предупредило о крупнейшем в истории сбое поставок нефти. Из-за войны на Ближнем Востоке ряд крупных производителей, включая Саудовскую Аравию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, сократили добычу. Сколько диктатор заработал на войне? Глава самой закрытой в мире страны получает ненавистные доллары в промышленном масштабе, да еще и отстаивая чужие интересы. В КНДР пришли миллиарды от сделки с Путиным. По оценке экспертов Института стратегии и национальной безопасности, с августа 23 по декабрь 25 года Пхеньян получил от сотрудничества с Москвой от 7,5 до 14,5 миллиардов долларов. Основная часть доходов связана с поставками боеприпасов, вооружения и военной техники. Дополнительные деньги КНДР получает за отправку своих военных. По данным отчета, с октября 24-го Северная Корея 4 раза направляла войска в Россию. Всего это более 20 тысяч солдат. Прямые выплаты за размещение северокорейских военных оцениваются примерно в 620 миллионов долларов. Если текущая схема сохранится, Пхеньян может получать около 560 миллионов долларов ежегодно только за участие своих солдат в чужой войне. Также КНДР может получать дополнительную компенсацию в виде военных технологий, комплектующих и материалов. По данным западных разведок, северокорейские военные участвуют в координации разведки, управлении беспилотниками и корректировке ударов по украинским позициям. Британская разведка оценивает потери КНДР в боях в Курской области примерно в 6 тысяч человек.
Уже и интернет отключают, и игры ограничены. Все равно их тлетворное влияние чувствуется. В Подмосковье семиклассник напал с ножом на одноклассника. По данным прокуратуры, школьники поссорились по дороге в школу, после чего один из них трижды ударил другого кухонным ножом, в том числе в шею. Пострадавшего срочно госпитализировали и провели операцию. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Нападавший задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. По данным СМИ, подросток заранее писал в интернете о планах нападения. При задержании у него нашли несколько ножей, петарды и спички. По предварительной информации, он мог готовить нападение и на других учеников. Президент не пойдет на новый срок. Вероятнее всего. Правда, 7 лет президентства и так немало. Независимо от результатов референдума, Касым-Жомарт Токаев, скорее всего, воздержится от новой президентской кампании. Правда, так говорят эксперты, а не он сам. Токаев показал себя достаточно таким открытым президентом, четко заявляющим о своих планах. Установка, что президент должен находиться на своем посту только один срок и только в течение 7 лет, эта установка не принималась Токаевым под каким-то серьезным давлением, ни внутренним, ни внешним. С моей точки зрения, это выглядело как его личное решение, как его личное представление о политическом процессе в Казахстане. По данным Центральной избирательной комиссии, на референдуме 87% поддержали принятие новой конституции, явка составила рекордные почти 75%. Быстрое принятие документа вызвало предположение, что Токаев может готовить преемника или использовать новую конституцию для пересмотра ограничений по срокам. Но сам глава державы после голосования в Астане заявил, что следующие президентские выборы пройдут в 2029, когда закончится его нынешний срок. А в прошлом выпуске самолет диктатора уничтожен прямо на взлетной полосе. НАТО трещит по швам. Трамп ставит ультиматум, и если Альянс не поддержит американские войска, то под ударом окажутся поставки, а Украина рискует остаться без оружия. Дальше самый тревожный сценарий. Путин готовит атаку на страну НАТО и удар по своим. Человек, защищавший президента в медиа, сейчас попал в немилость, и до сих пор не ясно, чем это для него обернется. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся уже вечером.